Мы все сломаны будем. Чего ты боишься больше? Контролировать себя не могу. Против системы идешь. Да я скрываю вообще там 90%. Но ты говоришь, что с улыбкой. Не, забей. Падал? Ты сказал, падал. Все время кидал. Даня Медведев — это 10 из 10. Я уже начинаю беситься. Medvedev is the champion. Дань, привет. Хочу тебя вернуть немножко в 2024 год. После матча на US Open ты сказал в интервью: когда я на корте, мой разум кипит, постоянно кипит, это как чай, он просто выливается, даже если я этого не хочу. Насколько я понимаю, ты этого не помнишь? Все было Вообще как в не тумане. помню, честно, совершенно не помню. Это нормально. Сейчас 2025 год. Ты внутри все еще кипишь, либо теннис вызывает немножко другие эмоции? Не, ну бывает по-разному тоже. У меня разные, за всю свою карьеру у меня были разные турниры, разные моменты. У меня происходит так, что бывают дни, даже если я проигрываю матчи, окей, неприятно, но ты как бы вроде чувствовал там, окей, я хочу слева сыграть кроссом глубоко, летит глубоко, ну там чувак слишком хорошо сыграл, соперник, и он тебя обыграл. Бывает, идем дальше. Бывает, что ты хочешь сыграть глубоко кроссом, у тебя мяч летит коротко, потом ты думаешь, ладно, я попробую добавить, и мяч летит 3 метра в аут. Тут тебя начинает это бесить. И в такие моменты я киплю. А бывают дни, это в теннисе нормально, когда, как бы скажем так, целый матч так. Тебе надо с этим бороться, пытаться выиграть так. Ну, это вот эти вот плохие дни, когда даже в них надо стараться выиграть, иначе ты выбыл из турнира. Но в такие дни я очень сильно киплю, да, как чай. Но ты все равно получаешь удовольствие от этого? В принципе, разговаривая с другими теннисистами, очень мало, наверное, такие есть, я не буду уж называть по именам, но мы их, наверное, даже знаем, есть люди, которые прям ненавидят теннис. А так, в основном, мы все любим теннис, и есть дни, где мы его любим очень сильно, а есть дни, где мы его любим намного меньше, или, особенно, да, приходишь после поражения в раздевалку, конечно, ненавидишь теннис, но что на следующий день или там через день на тренировке и работать дальше. А в каком ты сейчас физическом состоянии находишься? Потому что, помним, четвертьфинал в Дохе ты снялся, судороги были в Монте-Карло. Вот оцени, пожалуйста, именно свое физическое состояние и тело. Насколько оно сейчас готово? Судороги — это такое у меня на самом деле в сезоне раз 5 точно бывают судороги, когда тяжелый матч, какой-то где-то стресс, и просто в основном они как бы незаметны, и, скажем так, просто никто про это даже не знает, минимально начинают. То есть судороги — это же когда мышцы устают, и они перестают сокращаться и расслабляться в нужном темпе, и ты как бы это чувствуешь, но ничего страшного, оно тебе даже особо не мешает. Тебе мешает, если начинается розыгрыш, там 30 ударов, тогда, возможно, на 30-м ты просто слабее, чем соперник, будешь бегать. А с Коляном так произошло, что эта судорога, она не ушла, и она осталась. И, то есть, жестко свело, бывает. Вот это как раз-таки редко, может быть, один раз там в 2 года. И это вообще ничего страшного. В Дохе, да, обидно отравился. И, кстати говоря, после турнира в Монте-Карло, я не знаю, что случилось, 2 дня тоже опять или отравление, или гастровирус. Я даже написал в ATP, мне стало интересно, было ли у кого-то еще. Они сказали, что были похожие симптомы у некоторых в Барселоне, в Мюнхене. То есть, бывает, это вирус, если он попал, мы все в одной там раздевалке, одну еду едим, то все, что-то там как-то, поэтому это все легко переносимо. Поэтому обидно. И в Майами было очень обидно, потому что как раз-таки каждый турнир до Майами я играл все лучше и лучше в сезоне, и результаты были лучше и лучше. И в Майами у меня до турнира со спиной что-то случилось, я прям не мог играть, и вот это обидно было, потому что последний турнир на харде. А так все нормально. Ты после Австралии, я понимаю, там были очень тяжелые матчи, сложные пятисетовые, но ты сказал тоже, твоя цитата: «Я проиграл, потому что не мог больше двигаться». Вот что это за чувство? Меня там сводило, да. Вот. Что это за чувство, когда тяжелый матч был. Вот когда ты не контролируешь свое тело? Это вообще страшно, потому что в жизни мы с таким не сталкиваемся, а для вас, спортсменов, тело — это ваш инструмент. Не, мне совершенно не страшно, я привык, мы играли сколько с Теном, часов 4:45, наверное. И я так думаю, что произошло, он об этом не сказал, но я думаю, что его сводило сильно в 4-м сете, он вообще перестал бегать. А получается, у всех по-разному, на всех по-разному действуют судороги, но в основном, когда тебя сводят, даже только если это не, скажем так, финальная стадия, когда ты ходить не можешь,
то оно постепенно чуть-чуть тебя отпускает. И у тебя уже просто болят ноги, но ты можешь бегать и как бы все делать. И так произошло, что я думаю, что у него это было в 4-м сете, потому что он прям отдал мне его. А меня начало чуть-чуть сводить в 5-м. И у нас пошли очень жесткие розыгрыши геймы в конце 5-го, и меня сильно свело. То есть, если бы там был 6-й сет, меня бы подотпустило, но этого 6-го сета не было. И на тайбрейке его уже видно, что у него по ходу 5-го сета он двигался все лучше и лучше. А я вот эти последние геймы меня прям сильно сводило, и было обидно, конечно, что именно ты же не можешь заставить свое тело, чтобы его сводило, так увидел его свой в 4-м, такой, давай, меня сейчас, чтобы тоже свело, чтобы в 5-м было полегче. Ну, для меня ты сейчас о таких очень страшных вещах говоришь, но ты говоришь, что с улыбкой. Ну, это спорт, мы все в 40 лет, мы все сломаны будем. У меня вот сейчас там дождь идет, колено болит, еще что-нибудь, да. Но это, в принципе, и у всех людей такое бывает с возрастом. А у спортсменов это будет хуже. У нас еще, я думаю, не самый такой ужасный спорт. Там есть американский футбол, где они... Там же были какие-то исследования, что они в 50 лет, у них там с головой тяжело, бокс. Поэтому в теннисе еще нормально, колени будут болеть, спина будет болеть, там локти Ну, какие-то. такая препенсия, да, то есть? Ну да. What do you sit in the front or the back? Back. Oh, is it okay if you also in the frame? Yeah, I don't care. It's bad for your ratings. Well, there is a market for everything. You'd be surprised. There's the same traffic jam still going on And that's every morning? every single morning. I forgot. Do you guys have a metro system here? Yeah. And when was the last time you used public transportation? Me? Yeah. I use in Monaco a lot because the parkings are tough there. Sometimes busy or very small for my cars, and so I take a lot of bus. It's very convenient. A lot. You drive big cars? I have one big one and one wide one. So But what car are you driving? G class. G class. That's almost 2 meters high. Yeah, You gonna get off of in front of the crowd or in the back car? in the normal one, so the center. Yeah, but now it's a lot of people there. Yeah, it's okay. Just in case. 9:30. I think no. I think they open at 10. But let's see. Thank you. No problem. Have a good day. Thank you. Еще одно интервью. Ты признался, цитата, «На корте я один человек, вне его другой». Это ты помнишь? Ну да, это в принципе правда. Оно, конечно, это не совсем... Это не две разных личности. Субличности, Просто на корте, получается, вызывают, эмоции происходят, то есть как адреналин, там все такое, которые у меня могут быть в жизни, но это очень редко. То есть в жизни, как на корте, я не знаю, 2 раза в году, 3 раза в году, то есть могу там раскричаться, там где-то выбеситься. На корте это происходит, если не каждый день, то очень часто, поэтому как бы это немножко 2 разных человека, но это связано чисто с эмоциями, которые ты испытываешь, и с действиями, которые выполняешь. То есть в жизни нет какого-то действия, то есть где нужно его выполнить четко, то есть я очень так light, поэтому я и не нервничаю. А вот ты можешь немножко подробнее описать вот этого второго человека, Данила Медведева, вне корта? Потому что мы видим тебя как теннисиста, но ты можешь в 3-2, не знаю, словах описать, какой ты? Может быть, длиннее? Если честно, вообще не знаю, как описать. То есть я всегда больше люблю отвечать на такие вопросы, типа люди вокруг могут меня отписать. Ну, конечно, они интервью не дают, и это хорошо. Но, как и все, наверное, мы сложный человек, потому что я, скажем так, я люблю про себя говорить, что я кажусь очень простым, и как будто бы вот кто меня встретил, так поболтал со мной и думает, ну все понятно, то есть я его как бы вижу, насквозь. А в итоге, если со мной пообщаться подольше, то видно, что там... Целый мир, да? Да, целый мир. Но это, я считаю, у всех так, в принципе. И как раз-таки, наверное, в этом и заключается сложность, что когда я на корте, то это как бы, не отдельный человек, а просто вот это вот
сложный мир, который внутри меня, на корте он сильно выходит наружу и показывает себя всего. А так, в принципе, я человек, который очень легко ко всему относится, я считаю, и особенно, скажем так, если не трогать меня, то есть имеется в виду, вот я хочу сейчас там пойти выпить воды, а кто-то мне сказал нет, тогда я могу так немножко напрячься и как нет. А если вот меня как бы не трогать, то есть я выполняю свои действия, все вокруг там живут своей жизнью, то я очень легкий человек. Границы, то есть ты очень четко чувствуешь свои границы. Да, которые я надо очень не себе. люблю, когда их нарушают. Ты не поверишь, у меня прям был вопрос про рефлексию. Я тебя, конечно, не близко знаю, мы там не супер друзья, но твою теннисную карьеру я как-то слежу, да, наши карьеры Ну, пересекаются. давно, да. Да, скажем так. И я для себя формулирую, что ты очень рефлексирующий теннисист и человек. А рефлексирующий это как? Ну, ты думаешь, размышляешь, то есть там какая-то... Я могу ошибаться, это мое такое ощущение. Ошибаюсь я или нет? Нет, я и говорю, в этом я и сложный человек, что я не знаю. То есть есть вещи, где, скажем так, я могу себя повести очень глупо и совершенно не думать, и может быть это вот как раз-таки там, допустим, мои там какие-нибудь вспышки с арбитрами, никакого смысла в их вообще нету, ничего никогда никому не докажешь, даже если ты прав, или тем более, если ты не прав, еще хуже. Но как бы контролировать себя не могу, то есть эмоции на корте. И то есть то же самое в жизни, есть вещи, казалось бы, легкие, там, всем понятные, на которые вот у меня они не получаются, или я не могу про них думать, или мне не хочется про них думать. А есть вещи, да, про которые я думаю, над которыми я размышляю, над которыми я готов с кем-то поговорить, обсудить. Поэтому я не могу себя назвать каким-то там очень рефлексирующим человеком, продумывающим каждое свое действие, даже скорее наоборот, я бы сказал, что я противоположность, но есть отдельные вещи, где я способен это делать. А вот этот мир внутренний, он тебе мешает на корте? Тяжело сказать, потому что вот, меня всегда поражает Новак, потому что я считаю, что в плане тенниса он все умеет. Справа, слева, подача, но в принципе, как и многие. То есть мне всегда удивляет, как он смог добиться того, чего он добился. Ну, естественно, в основном это, наверное, голова, он там с детства говорил, там, что он будет первой ракеткой мира, но это не только голова, таких было много ребят. И то есть мне это действительно интересно в том плане, что я, допустим, считаю, что я, учитывая то, каким я был юниором, то, как я играл до 14 лет, то, как я тренировался до какого-то возраста, выглядел по сравнению с своими сверстниками, я добился нереальных успехов, и, в принципе, возможно, я там лучший в своей этой Возрастной десятилетии, категории, да? или близок к лучшему. Еще карьера не закончена, поэтому это может все далеко поменяться. И что очень круто, учитывая, что я вообще никогда не думал, что я смогу этого достичь. И даже смотришь сейчас на каких-то юниоров, кто-то, как Алькарас, Синер, они там уже шлемы выигрывали, а кого-то смотришь и думаешь, а вот, никогда неизвестно, может, он будет топ-10 и все, а я там добился чего-то большего. Но при этом, с другой стороны, есть там много, где, как бы, кажется, может, я тоже умею там подавать что-то слева, справа играть, а может, я мог там выиграть 10 шлемов. И поэтому, не знаю, мешает ли мне что-то во мне или нет, но я считаю, что наоборот, я добился очень многого и благодаря себе. Женя рассказал очень прикольную историю с ATP Cup, когда он был капитаном, и ты должен был играть с Диего Шварцманом. Окей. Ты был вообще на овертопе тогда, Диего был в десятке или близко к ней, 11-й. И Женя к тебе подошел и говорит по поводу настроя, как ты, Даня, чем тебе помочь? И ты ему Это ответил. первый матч был, да, капитаном. Он, понятное дело, был человек очень ответственный. Ты ему сказал следующее: слушай, все зависит от Шварцмана. Как его обыграть, я знаю, что мне нужно делать, я знаю, я точно знаю, что я это смогу исполнить, а дальше, если Шварцман, прыгнет выше головы, тогда все возможно. Женю эта история очень вдохновила. Это вопрос про уверенность твою. Понимаешь, да, про что я говорю? То есть ты настолько уверен в своих действиях и знаешь, что ты это выполнишь, не знаешь, что ты умеешь это делать, а знаешь, что ты можешь это в конкретном матче исполнить. Объясни, каково это чувствовать, что ты просто вот в топе. Каково это чувствовать такую уверенность? Причем это как бы, это не самоуверенность, это очень крутая спортивная, как стержень я это воспринимаю. Если честно, это отдельная история, она немножко про другое, потому просто так получалось, что на харде мне очень подходил стиль Шварцмана. У него нет первой подачи, нет, она не очень сильная, поэтому я все мог возвращать в корт и дальше играть розыгрыши.
А на своей я мог подавать эйсы и где-то забивать быстрее. То есть это просто был ужасный матчап для Диего, к сожалению. Вот, поэтому это было связано с тем, что я действительно знал, как бы против... это даже не знал, как против него играть, просто так получалось, что по стилям на харде ему не подходила моя игра, а мне подходила его, поэтому это немножко про другое. Но если говорить про уверенность, да, это очень важная штука в спорте, и как раз-таки это, я думаю, то, что Новак умеет делать. То есть я, допустим, не умею ее вызывать. То есть я знаю, что я там стараюсь на тренировках, я выхожу на матч, я стараюсь. Иногда бывает, там поперло, один матч хорошо сыграл, стараешься это использовать на следующем матче. И в принципе в своей карьере я доказал, что я часто умею вот ее ловить и какое-то время не терять эту уверенность. Новак умеет ее вызывать, потому что, уже вот, особенно если брать там последние 4-5 лет, часто все-таки на маленьких турнирах он где-то играет чуть хуже, он выходит на шлем, что бы ни произошло, он уверен в себе, и вот он выигрывает какие-то матчи, где может быть там тяжело. Я этого не умею, я думаю, что очень мало, на самом деле, кто умеет это делать. Но тебе что нужно? Тебе матчи нужны именно, да, это крутое чувство, то есть ты, когда выигрываешь турниры, выигрываешь много матчей подряд, ты начинаешь, наверное, меньше думать, больше действовать, но ты уверен в своих ударах, это про то, что я говорил, то есть действительно бывают дни, ты тупо про тренировки играешь справа кроссом, и вот там, какой-то день там, и надо перевести по линии. И бывают дни, где ты, захотел перевести по линии, ты классно перевел по линии. Бывает, ты захотел перевести по линии, мяч 3 метра аут, и ты просто такой, и что мне делать вообще? Когда ты уверен, то ты даже не думаешь, такой, я по линии играю, все, оно попадет, оно залетит, и из-за этого уже потом вот эти хайлайты, когда ты там где-то за фоном, а у тебя все попадает. Есть дни, где вообще ничего не попадает, даже неважно, где ты находишься в корте. Вот сейчас сколько процентов уверенности у тебя загружено в твою систему? Немного, но, скажем так, и почему это в теннисе никогда невозможно точно сказать почему. Тяжелее почему-то в последнее время стало играть в плане, опять же, вот этого... скажем так, с соперниками, то есть я знаю иногда, что мне надо делать, но у меня не получается это воплотить до конца в жизнь в плане моих ударов на корте, и поэтому эта уверенность, конечно, немножко подшатывает, поэтому все равно я уверен в себе, где-нибудь там на 80%, если сравнивать с сотней. То есть это на самом деле неплохо 80. Это очень хорошо. Да. Но вот по этому сумасшедшему чувству суперуверенности, суперконфиденс ты скучаешь? Конечно, но, как я и говорю, я никогда в своей жизни не умел его вызывать. То есть оно появлялось, и, допустим, там маленький пример, я помню, в Роттердаме я выпал из десятки и вообще на нуле был уверенность, там не получалось ничего перед турниром. Честно говоря, как-то полуслучайно там выиграл Давидович. Как полуслучайно? Ты играешь, борешься, все равно выиграл. Второй матч, в моем понимании, я играл ужасно, выиграл Ботика, как по мне, он играл этот матч тоже ужасно, бывает. И в четвертьфинал я выхожу, то есть, опять же, и 2 матча я играл так себе, играю с Феликсом, он тогда в десятке был. И я выхожу, и чуть ли не с первого мяча матча я просто чувствую, что я все попадаю. А потом я там выиграл 4 турнира из 5, а как, я не знаю, поэтому работаю, тренируюсь, жду. И что для тебя означает вот этот именно теннисный интеллект? Что значит для тебя обыгрывать соперника с помощью головы своей? Или ты на инстинктах играешь, и я прям сейчас очень притягиваю? Я больше играю на инстинктах, но, скажем так, я про эти инстинкты думаю. Так, это то есть я на самом деле не на корте, я тактик, но больше инстинктами. То есть я такой чувствую в какой-то момент, окей, вот мне кажется, что сегодня у него справа хуже, даже на тренировке сегодня было. Хотя, по идее, человек играет, вообще, в принципе, очень многие играют немного хуже слева, но для меня из-за того, что у меня слева получше. И то есть в основном я стараюсь садиться подлево. Но бывают дни, когда ты чувствуешь, что там кто-то играет хуже справа. И это как бы не интеллект, это больше инстинкт. И тогда ты уже воплощаешь его в тактику, думаешь, как я переведу игру там, ему под право, но при этом, чтобы ему было неудобно. А есть люди, которые, они прям вот, они именно наоборот, они не прочувствуют, то есть они вышли на корт, у них тактика есть, и они будут ей до конца следовать. То есть это, наверное, больше про интеллект, чувство, это все связано.
I want to do Espanol. You cut here, Yeah. keep only here. But my wife say that she... Leave you. Пойду Espanol. So I cannot do it. Назови мне, пожалуйста, 3 вещи, на которые ты прямо сейчас очень активно работаешь. Но сейчас грунт, поэтому мы стараемся на длиной работать. Это тяжело, особенно на грунте. Мне что ты так имеешь в не виду очень на нравится. Ну, грунте? просто чтобы мяч шел длинным, потому что на грунте хотя бы, если ты 2 метра играешь от задней линии, там реально очень часто просто, во-первых, плохие отскоки, во-вторых, это единственный удар на грунте, который не дает сопернику шанса атаковать, потому что на харде ты можешь сыграть низко над сеткой, и даже если мяч летит коротко, это может быть даже неудобнее сопернику. На грунте мяч повыше отскакивает, поэтому какой бы ты удар ни сделал, вот, скажем так, коротко, в основном он атакуется, только если ты не ищешь прям угол. Поэтому над этим много работаем, над подачей много работаем, в принципе, ну и над скольжением, то есть я делаю намного лучше, чем там 5 лет назад, но все равно я не самый быстрый на грунте, продолжаем работать над скоростью. Мы нашли статистику прикольную в инете. В Монте-Карло ты достаточно много укорачивал. Цифры такие. С Кареном у тебя 5%, в 5% розыгрышей ты укорачивал, хотя обычно это 1,5. Это все из-за грунта, что специфика этого покрытия, либо ты пытаешься найти какие-то решения, чтобы завершать розыгрыши, которые ты не можешь сейчас завершать активно? Не, это чисто из-за грунта. Во-первых, на харде у меня есть другие оружия, и часто я бы мог чаще укорачивать, но я часто просто считаю, что, скажем так, это не нужно в этот момент. То есть я это делаю довольно редко, потому что я верю в другие какие-то свои действия. На грунте как раз-таки нет. Я считаю, что грунт это... Ну, трава еще неплохо, но грунт это лучшее покрытие для укороченных. В принципе, они у меня получаются. Я там, наверное, не топ-10, но вот топ-20 я бы, наверное, себя поставил по укороченным. Вот, поэтому, то есть, связано только с этим. И в тот день как раз-таки с Кареном я довольно быстро почувствовал, что сегодня у меня они идут, поэтому продолжал делать. А вот чего ты боишься больше? Физического спада, либо потери азарта? Или вот любви к этому азарту, к игре? Потеря азарта – это хуже. Физический спад, он относителен, потому что, опять же, то же самое, если мы сравниваем Новак, сегодня много Новака, но если его сравнивать с тем, как он был в 25 лет, физически он стал хуже. Это вообще нельзя отменять. Он все равно топ, но он стал хуже, чем в 25 лет. Но если бы он потерял азарт, он бы уже был совсем другой. Поэтому физический спад – это скорее травма, и это, конечно, вот это, ну, этого не то что бояться, ты этого не боишься так, что я очень боюсь получить травму. Но если ты ее получишь, ты подумаешь, это, конечно, плохо, и смотря какие травмы бывают, у всех разные. А так азарт – это хуже всего потеря. Я думаю, ты просто не можешь выиграть, потому что играют все хорошо. Сенсации бывают каждую неделю. Если ты потерял азарт, то ты, я считаю, выпал из топ-50 точно. Праймовая форма Даниила Медведева, когда вот Даня Медведев – это 10 из 10. Это какие сезоны? Ну, это моменты сезона. Ну, вот когда у меня были победы подряд, это был конец 2020 и начало 2021. Ну, на US Open у меня круто пошла игра, и даже 2 турнира до этого я выиграл Торонто или Монреаль. Торонто. Сыграл полуфинал с Цинциннати, и то с рублем мог чуть лучше сыграть, но близкий матч был. И выиграл US Open конец 2020-го, начало 2021-го, там что-то 19 матчей подряд было. 2023 19 матчей подряд. И 2019 там тоже что-то было 4 или 5 турниров подряд, финалы или что-то такое, там из них 4 выиграл. А вот сейчас? Если, знаешь, Сейчас, Даня 10 из 10, то вот сейчас, в 25-м году Да, Даня. оно на самом деле все близко. 8 из 10, ну 9, наверное, не дал бы себе. 8 из 10, но это все прям, скажем так, такие мелочи, которые создают целую картину. Опять же, вот в Дохе прям круто себя чувствовал, заболел. Я бы мог и так проиграть Феликсу, но обидно, не увидел, как бы, что случилось. В Дубае, конечно, был матч, который я должен был выигрывать, проиграл. Это бывает, теннис, он боролся, до конца хорошо сыграл на матчболах.
Но как бы тоже обидно. Это может быть, то есть там получаешь 90 очков, там, если выиграл турнир, это плюс 410 очков. Да, чтобы выиграть турнир, надо было выиграть еще 2 матча. Индия у нас тоже играл неплохо, Рум очень хорошо против меня сыграл. Ну, то есть это просто 1 из 10, не хватает где-то. Когда у теннисиста достаточно непростой промежуток сезона, ну, скажем так, не топ-результаты, сразу начинают писать болельщики. Я думаю, что тебе тоже не раз писали, что Медведев, всем. ну, поменяй ты что-нибудь, пожалуйста. И чаще всего, если у вас долгое сотрудничество с тренером, пишут, ну, пора менять команду. Писали, да, тебе наверняка такое? Там пишут все. Все, что ты не скажешь, все писали, и хорошее, и плохое. Поэтому тут можешь что угодно говорить, писали все. Вот скажи мне, пожалуйста, вы с Жилем очень давно. Ты уже сам признал, что и про Жиля наверняка писали, вот это про а-ля смену команды. Если цинично подходить к этому вопросу, вот что должно произойти внутри тебя, когда у вас такая связка все равно долгая, доверительная, вы очень близкие люди, чтобы ты принял решение, что нужно что-то менять? Наверное, я бы сказал, то, какие у нас отношения, то, как мы работаем, это только нужно вылететь, ну, наверное, из топ-20 и прям ну, и как-то вот, то есть, это, скажем так, нужно впасть в панику. То есть, пока у меня никакой паники нет, потому что, ну, я знаю, там, как мы работаем, я знаю, что мы делаем. То есть, я знаю, что я сейчас возьму кого-то, и это мне, ну, никак, ну, может, как в футболе, да, бывает, ты взял тренера, там, раз, на 4-5 турниров тебе это каким-то образом помогло, как буст, но все-таки теннис, карьера длинная, там, в 35, окей, наверное, тогда можно попробовать, чтобы этот буст получить на 4-5 турниров, а сейчас это как бы ничего не даст. И, соответственно, другой вопрос, если ты впадаешь в панику, в каком смысле, ну, ты сыграл весь сезон, там, выпал из топ-20, и чувствуешь, что, ну, вот у тебя паника, ты не знаешь больше, что делать на корте, тогда, окей, можно подумать, что поменять просто, чтобы как раз-таки выпасть из этой паники, пробовать что-то новое. Но я считаю, что в длинной картине это не поможет, а только может даже сделать хуже, скорее всего. Много сейчас игроков, кто привлекает бывших спортсменов. У тебя была такая история, ты сотрудничала и с Игорем Андреевым в команду добавляла, и Жиля Симона. Не буду спрашивать, кого бы ты добавила и так далее. Мне интересно следующее. Мне рассказывали игроки, что когда, допустим, были какие-то запросы о привлечении того же Коннорса или даже Мартины Навратиловой, там ценник за неделю, ну, был космический. 30-35 тысяч евро, долларов в неделю. Ну, сойти можно с ума. Сколько бы ты решил заплатить, если бы решился заплатить топ-игроку, вот максимальную сумму, которую бы ты решил целесообразно потратить на какого-то большого, не знаю, топового спортсмена? Ты смотря кому науку, я думаю, я бы много заплатил даже. Это ж как, тоже, смотря как ты договариваешься и чего ты ищешь. То есть я пока, ну, и с Игорем, и с Жилем Симоном, я искал как бы долгой работы, да, в итоге. Ну, с Игорем она была только нацелена на грунт, но как бы неизвестно было, на сколько лет, в итоге 2 года мы вроде бы проработали. С Жилем Симоном тоже, ну, мы были нацелены работать до конца карьеры, не сложилось, бывает. Поэтому там, конечно, если ты платишь 30 тысяч, до конца карьеры работать тяжело. А другой вопрос, что, смотря как ты договорился, я к чему? Может быть, кто-то думал, окей, я сейчас возьму Джимми Коннорса, мы с ним там что-то проработаем, проговорим, и, может быть, это будет там 4 недели, и все, я получил от него то, что я хотел, потому что Новаку я готов был заплатить много, но просто чтобы узнать, то есть я не уверен, что я бы смог с ним долго работать. То есть как бы вопрос в этом, если говорить про долгосрочную работу, наверное, больше 20 я бы не согласился платить никому. Опять же, если это говорить про сколько, про 10 хотя бы недель в году, 15, 20 это уже 400 тысяч. А если это вопрос, что ты кого-то берешь, знаешь, что ты там, даже ему, может быть, открыто об этом говоришь, что это больше 5 недель мы вместе работаем, в течение года больше так поболтать, понять, тогда это можно даже дать, наверное, там какие-нибудь 50, кто его знает, если это там какой-то, я не знаю, Роджер, я думал, конечно, за 50 не пойдет. Но ты как бы там 4 недели, и ты получил все, что ты хотел. А за сколько ты думаешь, Роджер бы пошел? Я думаю, я думаю, это не в деньгах, если он когда-то захочет. Он запросит много, но я думаю, что ну, люди, как Роджер, для него это будут не в день, ну, то есть для него это будет вопрос не денег, а как, ну, тоже, что он за бесплатно не пойдет, и он скажет, слушай, я там был одним из лучших в мире недавно, поэтому 50 я прошу, но это как бы
Не чтобы тебя разорить, а потому что, ну, вот, и не чтобы ему там стать богаче. Но это к нему вопрос, я не знаю. А вот когда у игрока действительно какой-то спад происходит, как ты думаешь, каков процент вины конкретно тренера? Ну, в моем понимании минимальный. Ну, процентов 10 я бы дал. Это, в принципе, и то я так, наверное, может, даже для Натяжки, себя да? преувеличиваю, да. При этом процент, который тренер может дать тебе в плане подъема, я бы поставил намного выше. Но, опять же, вопрос в том, что если это долгосрочная работа, мы с Жилем работаем 10 лет. Этот процент, он падает с каждым годом, потому что, ну, у нас уже такая работа. И процент даже подъема, он тоже падает. Если ты взял нового тренера, процент спада может быть и на 80%. Он тебе какую-то фигню влил в уши. Ты вышел, там, первую, как вторую начал подавать, проигрываешь, тогда на 100% его вина. Oh. Can you believe that? The net cord to finish it. Almost choked, you heard him say. Well, he did. He did almost choke. Not tight, but hands are shaking. It's going to get him good. That's for taking my title. Ты говорил недавно в интервью, что 3 вещи может тебя не то чтобы вывести из себя, но вот эмоции, чтобы ты показал. Казино, приставка FIFA, насколько я поняла, и теннис. Да, приставка не все игры FIFA. FIFA, да? А почему? Потому что, как я играю, вот если в стрелялку, ты как бы сам контролируешь свои движения. Да, соперники иногда могут как-то там сыграть умно и тебя обойти, но как бы если ты не попал, это ты плохо джойстиком управлял. А FIFA там есть очень много доли удачи. Мяч отскочил туда, и она просто там... Там же это все, ну как это называется, скриптовано, то есть на 90-й минуте там больше таких моментов происходит иногда в твою пользу, но ты их не замечаешь. Такое нормально. А когда они происходят против тебя, тут ты просто... У меня горело, кипело вообще фифу. Я бы перестал играть, если честно. А ты не разбивал там телек или что-то, или джойстик? Один раз было случайно, телек разбил, я кинул джойстик, ну, Он отскочил? но он как-то там отскочил, да, плохо. Я еще так расстроился, потому что телек я, конечно, специально не бил. Джойстиков, ну, штуки 4, может, я разбил в своей жизни. Покупать тяжело, потом надо заказывать, долго это все. Казино тоже я играл давно, и опять же, когда я там по фьючерсам ездил, там же дают в наличке, и выиграл какие-нибудь там $500 за полуфинал. Если вдруг ты с этих 500 сделал 1000, очень крутые ощущения. Если ты с 500 сделал 0, то тебе очень плохо, но это азарт как раз-таки гоняется. Сейчас я не играю, потому что очень редко, только если с друзьями раз в год, просто чтобы провести хорошо время, потому что играть на 500 000 евро я не готов. А вот с этим рождаются, с азартом, как тебе кажется? Или это Я не приобретенная представляю. история? Ну, очень тяжело сказать. Ну, вот ты себя помнишь, хорошо, я помогу, вот ты себя помнишь без вот этого да, азарта? нет, всегда. То есть я взял ракетку в руки, я ее, по-моему, кинул там, я не знаю, через 2 дня. А как это происходит, я вообще не знаю. Оно само. Я просто помню, 6, 7, 8 лет я кидал ракетку, у меня была такая тяжелая ракетка, но вот эти детские какие-то там, не ломалась. И я ее кидал, все время кидал. А еще маленький был, то есть сил мало. И тут мне папа купил дорогую какую-то настоящую теннисную ракетку. Я же не знал, что ее кидать, оказывается, нельзя. Она там что-то 2-3 раза кинула, она сломалась. Вторая 2-3 раза кинула, она сломалась. Как бы этому меня никто не учил. Вот мне было 6-7 лет, почему-то такие реакции были. Поэтому, наверное, доля генетики не в плане даже предков, а ну как с чем ты родился, есть. Представь, что в теннисе убирают все призовые. Все турниры остаются, призовых нет, вообще ничего не платят. У тебя есть шлем, ты был первым, все ок. Ты продолжаешь играть? Сразу заканчиваю. Сразу заканчиваешь? Да. Почему? Это не вопрос азарта? Теннис – это работа для меня. Я бы нашел другую работу с таким же азартом, за которую я бы получал какие-то деньги. Не факт, что большие, но какие-то. А другая работа может вызывать такие же эмоции, как и теннис? Конечно, гонки. Сразу бам. Но это тебе бы платили за гонки? Или... Платить бы вряд ли платили, но нет, за гонки бы нет, нашел бы что-то другое. Падал, я не знаю, что-то связанное
с ракеткой. Падал? Ты сказал, падал. Ну, неважно, что пиклбол, падал, за что платили бы, нашел бы что-то другое. Азарт можно искать и в бизнесе. В принципе, ну так, знаком с некоторыми бизнесменами, все одно и то же. Все хотят быть лучшим. У кого там, не буду называть имена, но у кого-то 10 миллиардов. Вот для чего ему жить? А он хочет 11, он хочет 12, он хочет быть не 100-м в мире в Forbes, а 50-м, он хочет быть не 50-м, а топ-40, топ-30, топ-20, топ-10. Но бесплатно они бы этого не делали никто. Вот, я понимаю, ты не Это же любишь... для них не вопрос денег. Но если им перестанут платить, они же чем-то другим займутся, где можно будет стать лучше. Мне просто интересно, что ты можешь где-то найти еще этот адреналин. Вот. Ой, ну, это любое соревнование ты можешь это найти. У То, меня что он в друг тебе, да? играет профессионально в покер. Когда я говорю профессионально, он пока не дошел до уровня вот этих всех там ВПТ или как они там называются, World Poker Tour. Но он играет профессионально на своем уровне, и, по-моему, в своей стране он, если не хочу врать, но топ-10 заработок за всю историю. Просто страна маленькая. Это я к тому, что он играл раньше в теннис, нашел азарт в другом, и за что ему платят деньги. Я понимаю, ты не любишь себя описывать со стороны, но давай просто попробуем нащупать. Вот если бы ты мог себя описать вне тенниса, ты у нас кто? Наблюдатель, философ, спортсмен, интроверт? Я в этом и сложный, я все вместе. Я сначала я наблюдатель 100%, то есть я попадаюсь в какую-то новую компанию, я прям могу, теоретически ни слова не сказать за вечер. И то есть люди, наверное, подумают, он там интроверт вообще в себе, никогда ни с кем не разговаривает. Потом я один вечер понаблюдаю за этой компанией, я пойму, как каждый человек себя ведет, кто мне близок по душе, а кто мне, может быть, не нравится из этих людей, по первому впечатлению. И, кстати, в основном я такой человек, что у меня первое впечатление не то, что оно пересиливает, а я очень часто оказываюсь, скажем так, правым. То есть я быстро вижу людей и быстро понимаю, с кем мне будет интересно общаться, а кто просто, не мой человек. И я в этом плане, то есть я не из тех, кто вот со 100 людьми общается. Мне легче общаться с 5, но такими прям. Близкими с которыми мне близко, да, будет. Ну так вот, сначала я наблюдатель, потом я могу быть и философом, и экстравертом, и интровертом, кем угодно. И в принципе я могу принимать любое обличие. В 2021 году ты сказал, я не хочу быть легендой, я хочу быть самим собой. Кем ты хочешь быть в этом году? Я всегда хочу быть самим собой. И если в итоге я стану там легендой, а легенда — это разные вещи, можно стать легендой для себя, можно стать легендой для своей семьи, можно стать легендой для мира. Это, конечно, тяжелее. Я всегда стараюсь быть самим собой. И при этом мне так смешно, люди очень часто бывают, фанаты, разные люди, просто где-то встречаешь, они говорят, мы тебя обожаем вот за то, что ты прям ничего не скрываешь, и ты сам ты. Я про себя думаю, да я скрываю вообще там 90%. Но просто то, что я показываю, это я. То есть я не вру над чем-то. Я думаю, что люди это видят, наверное. В завершение, у меня есть ощущение, что ты, знаешь, вот как против системы идешь. Не наигранно, не то, что так нужно идти. Ты не вписываешься ни в какие-то правила, от техники до твоего мышления. Я там людям, которые тебя знают, всегда говорю, что Медведев как-то больше, чем теннис. Ты как-то перерос, видимо, этот вид спорта. Пора в покер? Насколько тебе важно действительно не быть вот в этой системе? Мне совершенно не важно. То есть я никогда не иду против системы нарочно. И то есть нет такого, допустим, что я там, я знаю таких людей, сижу дома, и вот я там, вот это плохо, вот это там, здесь налоги, что там обычно люди говорят, что-то. Не, мне вообще, я никогда не иду против системы нарочно. Но, наверное, что-то там заложено или в генах, или в воспитании, что действительно, то есть бывают такие моменты, где я могу там разозлиться на арбитра или что-то такое, скажем так, против системы или там против ATP где-то. Но такая вот маленькая история про то, что ты говоришь, что так получается в жизни, что очень многое, что я делаю, где я действительно стараюсь и хочу быть лучше. У меня получается быть лучше, делая это немножко по-своему. У этого есть свои лимиты, потому что тем самым мне не получается стать самым лучшим в этом деле. Я сейчас говорю не про теннис. Был пример, мы с Андреем, и он же очень любит суши. Я, в принципе, тоже могу поесть. И мы сидели, это было в Барсе, я приехал туда на Формулу-1, то есть мы сидели, такой спокойный вечер, что-то там, может, даже выпивали. И он говорит, мне надоело, как ты держишь эти палочки. Я их держу действительно, то есть неправильно, так, наверное, мало кто держит. Я их просто перекрещиваю как-то вообще. Тупо никто так не делает. Но, в принципе, ем нормально. То есть у меня мало что упадает. Если очень скользкий какой-то там лосось сашими, вот его мне тяжело взять, потому что техника неправильная. И мы сидели полчаса. Он мне показывал, объяснял. Я стараюсь, я смотрю на его пальцы, на свои. Я прям беру вот как он, просто вот идентично.
и у меня никак не получается. Просто не получается, и я уже начинаю беситься. Я уже реально хочу эти палочки там кинуть. И в итоге Рубль сам мне говорит, смотрит на это и говорит, не, забей. Ну, типа, делай как ты все делаешь по-своему, у тебя все получается. Вот как раз-таки к этому вопросу. Может, это и есть мой лимит в теннисе. Почему я не выиграю там 24 больших шлема? Потому что я не все делаю как надо. Но если бы я все делал как надо, наверное, я бы никогда не выиграл шлем, не стал бы первой ракеткой мира. Поэтому я и хочу быть самим собой, а будь то там легенда или нет, это уже другой вопрос. Дань, спасибо тебе большое. Спасибо.